Всем привет! Сегодня готовим 3 блюда из Мексики. Вы их советовали в комментариях. А еще их готовила феноменальная женщина, талантливая мексиканская художница Фрида Кало. Ее образ, мне вчера дочка напомнила, есть даже в мультике «Тайна Коко». Кто ее помнит? Итак, начинаем. Шоколадный соус моле. Мы будем им сдабривать все 3 блюда. У нас моле, кстати, был под вопросом. И причина не в огромном количестве ингредиентов, а в специальных перцах чили. Они продаются просто не в каждом нашем магазине. Для соуса обязательными являются перец анчо и перец пасилья. Эти чили с легкой степенью остроты. А если хотите поострее, то добавьте чили чипотле. Мы побоялись, что получится очень остро, поэтому взяли 3 анчо и 2 пасилья. Вы смело берите вдвое больше. Именно сушеные перцы анчо и пасилья придают характерный шоколадный запах, цвет и вкус. Хотя в некоторых рецептах моли есть или какао, или шоколад. Итак, чистим перцы от семян и слегка поджариваем на сухой сковороде. Спросите, для чего? Они после этого становятся особенно ароматными. Теперь в вок наливаем растительное масло. И пока оно разогревается, в костер кладем 1 крупную луковицу и 1 головку чеснока. В вок высыпаем 70 грамм очищенного арахиса. Ух ты, мы даже не ожидали, что такая световая скорость жарки будет в нашем воке. Некоторые бобы подгорели. Придется перебрать. Затем в масло кладем 70 грамм очищенного миндаля и обжариваем до золотистой корочки. Далее жарим грецкие орехи. Переворачиваем лук и высыпаем в масло 70 грамм тыквенных семечек. По секрету скажем, что орехи и семена, поджаренные на масле, во 100 крат вкуснее и ароматней. Никогда так вкусно не готовьте, иначе жизнь проживете зря. Далее идет 60 грамм изюма, и как только он получится шариками, собираем его шумовкой. А теперь выкладываем чеснок и обжариваем 500 грамм зеленых и красных помидоров. Красные помидоры снимаем раньше с огня, а зеленые пусть немного потомятся. Тем временем чистим 2 крупных банана, выбираем помидоры и обжариваем бананы. Выкладываем лук и переходим к специям. Постоянно помешивая, слегка подрумяниваем 1 столовую ложку душистого перца, 3 гвоздики и 2 палочки корицы. Затем обжариваем 1 столовую ложку аниса и 1 столовую ложку тимьяна. И, наконец, 70 грамм кунжута и 1 пачку печенья «Просто Мария». Далее замачиваем перец в теплой воде на 40 минут и переходим к птице. У нас будет курица моле поблано. Делим тушку на части и варим с пастернаком или морковью и сельдереем. В воду кладем несколько лаврушек, душистый перец, 1 столовую ложку соли и курицу. Пока все готовится, очищаем для моли сначала чеснок, а затем лук и делим его на куски. Все компоненты перебиваем в блендере. Или пропускаем через мясорубку, а затем через сито. Специи перетираем в ступке или в кофемолке, а перцы измельчаем блендером или с помощью терки. Все соединяем и томим на медленном огне 8 минут.
А затем добавляем 50 грамм тертого какао, либо какао-порошка. Фрида Кало добавляла в свой моли стопроцентный черный шоколад. Выбирайте, что вам по душе. Постоянно помешивая, жарим 20 минут. Готовая паста безумно вкусная, ее можно уже и так есть. Как полуфабрикат, она в холодильнике хранится всего 3 дня, а в морозилке около года. Далее процеживаем 1 литр куриного бульона и заливаем им пасту. Заметьте, пасту мы всю не использовали, а только ее часть. Перемешиваем до однородной консистенции и добавляем соль. Кладем готовые куски курицы и томим 10-15 минут. За кадром мы добавили еще сок одного лайма, 1 чайную ложку сахара и немного острого перца чили. На наш вкус получилось гораздо вкуснее. Теперь выкладываем курицу на тарелку. Посыпаем кунжутом и подаем с любым гарниром, например, с кукурузой, рисом или фасолью. Это смелое сочетание продуктов подарит вам острый и яркий вкус. А сейчас переходим к вашему любимому тако. Для начала подготовим все ингредиенты. Сладкий перец нарезаем соломкой и кладем в тарелку. Затем вареную фасоль. Далее свежеприготовленную или консервированную кукурузу. Выбирайте кинзу либо петрушку. Нарезаем тонко помидор, затем натираем сыр и кладем в тарелку. Далее берем курицу моле поблану и делим на волокна. Немного авокадо и переходим к лепешкам. На решетку кладем тортильи и отправляем в духовку на 3 минуты. Даем слегка остыть и заполняем тако подготовленными ингредиентами. Поливаем несколько раз соусом моли и завершаем зеленью. В обед Фрида Кало спускалась в мастерскую к мужу, приносила ему корзинку с фруктами и теплое тако. Подавая, говорила: «Я тебя обожаю». Из традиционной мексиканской кухни Фрида готовила очень много, а чаще всего тамали с курицей. Ведь это любимое блюдо ее Диего. И если бы не ваши комментарии, мы даже не додумались бы приготовить это простое и необычное для нашей кухни блюдо. Итак, нам понадобятся сухие листья початков кукурузы. Замачиваем их в теплой воде на 40 минут и замешиваем тесто. Берем 50 грамм мягкого сливочного масла, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки разрыхлителя. Все перемешиваем, добавляем 1 стакан кукурузной муки и вливаем поэтапно 120 мл несоленого куриного бульона. Тесто должно лепиться как пластилин. Для начинок измельчаем готовую курицу моле поблана и нарезаем сыр. Кукурузные листья встряхиваем и ставим в другую тару, чтобы стекла лишняя вода. Так как у нас небольшие листья, берем для удобства 2 штуки, разворачиваем и в центр кладем 1 столовую ложку теста. На тесто 1 чайную ложку шоколадного соуса моле, кусочки мяса или сыр. Соединяем края теста, заворачиваем и фиксируем ленточкой. Как думаете, что же можно еще приготовить в таких листьях? Готовим тамали на пару 1 час. Перед употреблением снимаем листья. В Мексике это самое популярное блюдо, его там просто обожают. Недорого и вкусно. Рассыпчатое тесто в тандеме с мясом или с сыром. Пробовали еще со сметаной, но не то. А вот с острым соусом просто идеально.
Пишите в комментариях, какую страну и какие блюда хотите видеть в следующий раз. Будьте щедры на лайки, это нас здорово мотивирует и подстегивает дальше развиваться. Делитесь роликом в соцсетях и ищите нас в ТикТоке. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!